Всем привет, с вами Дэн и горячая новиночка San Martin лета этого года SN0012G. Давайте открывать коробочку. Кстати, у них появился представитель в Париже. В Париже. Так, по комплектации все у нас по классике. Брелок на месте. Инструменты для укорачивания браслета на месте. Гарантийная карточка и мануал для пользователя. Ну и классический, я бы сказал, уже знаменитый чехольчик от San Martin. Такой походный, который пригодится в путешествиях. И вот она, новиночка. Ну, сейчас я сниму пленки и расскажу про эти часы, потому что здесь сразу несколько фишек, которых не было раньше в других San Martin'ах. Так. Ну, как видите, да, самое, что первое бросается в глаза, это инструментальные часы, новый дизайн от San Martin и объемные трехмерные такие кубики, да, с люминофором, которые полностью покрыты люминофором. Моду задал кто у нас? Pelagas, потом подхватил Кристофер Уорд, и сейчас многие производители делают такой же люм, вот такие вот полностью покрытые, но при этом трехмерные метки на циферблате. Выглядит очень круто, выглядит ярко, свежо, и мне нравится такой вариант. Но это вот первый San Martin, насколько я понимаю, именно вот с такой стилизацией. Это первая фишка. Вторая фишка, то что здесь впервые у San Martin закаленное покрытие 1200 Виккерса, да, по шкале Виккерса, а 1200, насколько я понимаю, практически максимальная твердость. То есть здесь внешний слой по браслету и по корпусу закален и защищает часы от царапин. Классная фишка, которую активно используют особенно вот немецкие производители, тот же Zin, Damask, и вот хорошо, что теперь в своих инструментальных таких тульных часах San Martin тоже производит. Мне кажется, классная вещь и вообще полезно, особенно когда часы вот такие на каждый день, что называется, на убой. Прикольно. Дальше характеристики, давайте сразу все пройдемся, разберемся. Здесь внутри Seagull ST2130, по-моему, опять же, первый раз San Martin использует китайский калибр. Это причем из Seagull'ов, наверное, самый такой классный и популярный трехстрелочник. Один из лучших калибров от Seagull, 28 800 полуколебаний в час, по-моему, 25 камней и 40 часов запас хода. Ну, а он частично такой клон яташки, но все-таки там полной совместимости в этих калибрах нет. Значит, сапфир плюс внутреннее антибликовое покрытие, матовая керамическая вставка на безеле, суперлюминова C3, причем есть еще версия с full люмом таким, полностью покрытый люминофор циферблат. Но мне было интересно вот именно, чтобы метки были такие трехмерные с люмом, поэтому эти часы именно выбрал. Стрелки такие, мечи большие, плотные, правильной длины и, кстати, одного оттенка с метками на циферблате, поэтому в темноте будет сочно, мощно, и на безеле тоже у нас покрытие есть. Ну, круто. 200 метров водозащита, новый браслет, новый такой угловатый, инженерный, я бы сказал, браслет для San Martin. Раньше у них таких дизайнов не было, и он тоже у нас с защитой от царапин. Ну, интересно, слушайте, везде сатинирование, весь корпус сатинирования, даже на боковой такой грани по ушкам. Где зеркально? Нигде, смотрите, и даже по браслету здесь между звеньями тоже сатинирование. И качество сатинирования, как бриллиант переливается здесь сейчас, да? Очень круто. Но San Martin, конечно, на новый уровень по браслетам вышел, здесь классно. И несмотря на то, что он прям граненый, он прям такой резкий, да, но с нижней части здесь нет ничего такого резкого. По корпусу немножко есть, ощущается, да, что здесь резкие грани, резкие переходы, но ничего критического нет. Шикарно сделано, особенно для такой визуализации и стилизации. И по корпусу тоже у нас сатин. Системы быстрой замены нет, хочется. И застежка Fly, да, от San Martin, где мы на кнопочку вот здесь, да, на кнопочку нажимаем и, собственно, защелкиваем. Можно именно четко защелкнуть в пределах примерно сантиметра, поднастроить
застежку именно под себя. И я уже показывал вам такую в одном из предыдущих Сан-Мартинов. Мне кажется, это прям идеально сделано. И идеально она прям фиксируется именно столько, сколько вам нужно. Ну и немаловажное, что касается цены, то без купонов на момент записи ролика 25 тысяч рублей. Думаю, что из-за того, что механизм китайский здесь чуть подешевле эти часы. Ну и плюс там есть купоны время от времени. И было подешевле, когда я этот видос записывал. Так что, если что, ссылку оставлю. Обязательно проверяйте, смотрите, сколько это будет. Так, ну, про 40 мм сказал. Давайте все остальное посмотрим. 40,5 по безелю. Он чуточку шире, чем корпус. Ну, здесь еще защитные наплывы на заводную головку. Давайте вот так посмотрим, что у нас получается. Тоже 40 примерно и 6. А вот так уже... Уже 39. Ну, это я тут неправильно, конечно. Неправильно измеряю. Вот так вот, да. Уже ближе к 39. Вот так вот уже будет 40. Ну, короче, смотрим по высоте 12,3. Браслет на сколько здесь? На 20. Так, давайте четче посмотрим между ушками. Потому что браслет прям впритык к корпусу очень четко. 20 браслет и от ушка до ушка 47,6. Ну, то есть, они как бы даже выглядят, мне кажется, чуть-чуть покрупнее, чем они есть на самом деле. Такие маскулинные, да, такие крупненькие. Но они небольшие. То есть, они и на средний, и на небольшое, и на крупное запястье, если захочется. Про запас здесь сантиметрика 3-4, плюс еще можно отщелкнуть немножко. Ну, то есть, до 4-4,5, да? А, это я на полный вытащил. Нет, значит, про запас где-то максимум 4 сантиметра. Ну, такая посадочка. Хороший такой инструментал. Не хватало, наверное, в последние годы Сан-Мартин именно вот подобной модели. Вот хотелось что-то такого. И вот они выпустили. Прикольно. Молодцы! Что-то новое по дизайну. Раньше у них такой стилистики не было. По весу на полном браслете 164 грамма. Они чувствуются, они ощущаются. Это такая приятная, я бы сказал, тяжесть. Безель четкий, уверенный. Хват неплох, потому что он чуть-чуть шире, чем корпус. Мне нравится. Наверное, к чему я мог бы выразить какие-то опасения, может быть, по поводу читаемости. Немножко стрелки сливаются с метками, потому что одинаковые толщины стрелки с метками. Ну, длина разная. Красный наконечник на секундной стрелке окей, но немножко напоминает некоторые модели от Seiko. Вот они, брусочки какие объемные, люминофорные, а? Шикарное качество, вот это такое мягкое все, ой, как будто губка какая-то. Класс. Мне нравятся такие метки, очень нравится, и классно, что Сан-Мартин их выпустил. Матовый безель, но здесь все в тему. Здесь в тему что все, что полностью, кстати, какая объемная здесь заводная головка. Полностью сатинированный корпус и шикарное качество исполнения. Потрясающе. Ну, Сан-Мартин уже приучил нас к такому качеству исполнения, но я думаю, не все еще, может быть, видели вот такое мастерство, да, по обработки корпусов. И плюс эти корпуса теперь еще с защитой от царапин. Ну, это мое почтение, особенно в этой ценовой категории и особенно с уровнем качества Сан-Мартин. Это круто. Это круто. Ну что ж, напишите, как вам эта модель, что еще из Сан-Мартинов показать или из других брендов на Алишке. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.